Приветствую! Крипторынок у нас продолжает падать. Практически все монеты без исключения находятся в красной зоне. Биткоин за последние сутки потерял 2,2% и продолжает торговаться в нисходящем канале. По мере того, как снижается цена биткоина, шорты у нас также снижаются за последние 24 часа. Минус 32% шортов. Но если смотреть на истории, то это еще не все шорты, которые были открыты за последнюю неделю. Почти половина из них закрыта, но еще много осталось. По эфириуму таких больших изменений нет, плюс 3,5% шортов за последние 24 часа. И на выходных также были открыты лонги. На графике виден резкий рост лонговых позиций по эфириуму. По объему торгов за последние 24 часа особых изменений нет. Тройка лидеров у нас по-прежнему неизменна. На четвертом месте сегодня биткоин кэш. Индекс страха и жадности показывает значение 24. В выходные мы увидели значение данного показателя 15, что является минимумом за последний месяц. Ниже мы видели только 23 июня. Было значение 14. Но сейчас уже идет восстановление уже второй день. И трейдеры потихоньку привыкают к планомерному снижению биткоина. Мы уже давно находимся в экстремальном страхе. Индекс альт-сезона просто бешеными темпами продолжает снижаться в зону биткоин-сезона. На сегодня это цифра 29. Осталось совсем немного, и мы зайдем в ту зону, в которую стремимся. Зону биткоин-сезона. За 24 часа было ликвидировано почти 64 трейдера на общую сумму 147 миллионов долларов. Естественно, почти 75% из них это лонгисты. Сумма достаточно небольшая, и на графике ее практически не видно. Давно мы уже не видели вот подобных ликвидаций. Думаю, чем дольше их нет, тем сильнее потом мы увидим рост зеленого либо красного столбца. Настроение пользователей Твиттера по поводу биткоина у нас снижается. После того, как мы достигли максимума по бычьему сантименту биткоина, мы уже несколько дней подряд наблюдаем снижение настроения на рынке. Видимо, пользователи Твиттера разочаровались, и настроение у них падает так же быстро, как и этот график. Резерв биткоина на всех биржах увеличился. Это произошло потому, что его в больших количествах завели на бирже. Мы наблюдаем резкое увеличение данного показателя. Но также, что стоит отметить, это то, что он еще не был продан. Объем продаж и покупок у нас пока неизменный. То есть кто-то завел биткоины на биржу, но пока их не продал. Вполне возможно, если их решат продать, то мы увидим резкое движение цены биткоина вниз. И может быть отыгран вариант с пробитием недавних лоев в 30 тысяч. По эфириуму таких увеличений резерва не наблюдается, мы также находимся внизу, немного притормозили падение. Стейблкоины также у нас практически без изменений, находятся на исторических хаях, ни вниз, ни наверх. Данный показатель не идет, стейблкоины у нас сохраняет свой резерв на биржах. Майнеры у нас продолжают не продавать, и при этом хэшрейт биткоина с колебаниями то вверх, то вниз, но планомерно идет на увеличение. Вот такие противоречивые показатели по данным графикам. Исходя из хэшрейта, можно ожидать рост цены биткоина. Исходя из того, что резерв был пополнен и мы увидели большой приток на бирже, можно ожидать продажу этого биткоина и тем самым обвал цены. Из интересных событий на монетах у нас листинг на бирже Decurate монеты Ontology. Это японская биржа, и торговля Ontology на ней начнется 19 июля сегодня. Монету Avalanche также будут листить. Она появится на бирже Bitmart, и торговля начнется завтра, 20 июля. Послезавтра монета Graph появится на бирже Bitfinex. Она будет залистена на данной крупной бирже, и я думаю, это может положительно повлиять на ее волатильность и на рост. Также завтра важное событие у монеты KuCoin. У нее произойдет интеграция с кошельком Shield. Илон Маск в очередной раз поменял аватарку на своем аккаунте в Твиттере, и на этот раз у него в очках две маленькие собачки с логотипа Dogecoin. Илон Маск смотрит в небо, и там отражается Dogecoin, но глядя на цену Dogecoin, они совсем еще не на Луне. Забавный ответ Илона Маска на твит пользователя с фотографией скелета и кучей золота вокруг. На что Илон Маск ответил, что это all-time hodl champion, чемпион ходла всех времен. Возможно, если будем ходлить, то все будем с золотом, но если посмотреть на это по-другому, то даже если мы будем с золотом, от смерти это ничего и не спасет. Есть пара интересных новостей. Нефтегазовая компания разместит в Канаде 1 миллион биткоин-майнеров из Китая. Американская нефтегазовая компания BlackRock Petroleum Company обязуется разместить до 1 миллиона майнеров
для добычи биткоина. Майнерское оборудование будет импортировано из Китая в Канаду, в провинцию Альберта. Контракт подписан на 24 месяца, на 2 года, с возможностью продления еще на год. Если в данное направление вкладываются такие деньги и заключаются долгосрочные контракты, это естественно хорошо, потому что они рассчитывают, что в ближайшие 2 года они смогут отбить цену своих инвестиций и не будут прекращать майнинг, тем самым увеличивая его сложность, что, как мы знаем, хорошо влияет на цену биткоина. Как следует из аналитики Sentiment, биткоин-сообщество зависло в негативе. Негативные социальные настроения по биткоину набирают обороты по мере падения волатильности криптовалюты. Исходя из данных Sentiment, видно, что большинство инвесторов полностью разочаровались в криптовалюте, и многие из них даже не рассчитывают на дальнейший рост. Частотность сообщений со словами «медведь» и «медвежий» вновь растет в социальных сетях. Но они также считают, что вялая социальная активность биткоина скорее будет способствовать росту цены, а не падению. Но это в принципе логично. Когда настроение на рынке падает, когда все разочаровываются, именно тогда и возможно начнется тот самый рост. Дальше приводится статистика про ставку финансирования биткоина на бирже, о чем мы говорили пару видосов назад. Также пишут, что о падении интереса к биткоину говорит и сокращение числа уникальных адресов, контактирующих с биткоином. Всего за неделю они сократились на 28%, и некоторые трейдеры считают, что именно поэтому можно кричать, что все пропало. Я же думаю, что наоборот. Чем больше у нас будет негатива и разочарованных игроков, тем скорее мы развернемся и пойдем вновь наверх. Ситуация на графике биткоина у нас по-прежнему находится без изменений. После предполагаемого импульса мы находимся в снижении в рамках нисходящего канала. Вновь мы пришли к нижней границе канала. Уже 4-й раз мы его пробиваем. Думаю, что завтра будет понятно, ложный это был пробой, либо на этот раз мы все-таки пойдем пониже и будем выбивать стопы. Но пока данные стопы за началом импульса не выбиты, данный сценарий похода наверх все еще актуален. По эфириуму такая же ситуация. После предполагаемого импульса мы находимся в снижении. По-прежнему у нас ключевой уровень стопов не выбит, а значит прогноз на рост все еще актуален. Нет смысла менять прогноз, когда он еще даже технически не отменен. Когда будут новые вводные, так сказать, можно будет пересмотреть прогноз и разбирать обновленную ситуацию на графике. Пока здесь наблюдается импульс и сейчас коррекция. Она может продолжаться вплоть до начала этого импульса, но если пробьет, то сценарий отменится. По Ripple ситуация немного даже хуже выглядит здесь, и на импульс не особо похоже. И также мы находимся в нисходящем канале. Здесь также все без изменений, и здесь более вероятно снижение. Доминация биткоина продолжает расти. После небольшого флета мы вновь устремились наверх. Думаю, мы все-таки здесь будем пробивать предыдущий хай, но исходя из показателей индикатора, здесь снова у нас образуется дивер. И вполне возможно, что даже если мы пробьем здесь предыдущий хай, то в скором времени вновь откорректируем доминацию биткоина. И давайте одну монету из комментариев посмотрим. Это Dodo. Что у нас здесь по ней? Мы ее не смотрели. Новая монета. Ну, здесь истории особо нет, просто летим вниз. Такое покупать точно смысла нет. Пробили исторический лой. Продолжаем идти вниз. Здесь попытка разворота с выбросом объема. Дивергенция на дневке. Здесь хорошая возможность на разворот наверх. Но тупо просто заходить не стоит. Я бы, если рассматривал здесь покупку, то открывал таймфрейм бы поменьше, хотя бы вот здесь 4-часовик. И здесь мы также наблюдаем просто снижение. Здесь также это ловить бессмысленно. Если мы без пробития вот этого дна, вот этого лоя, образуем здесь какой-то заходной с выбросом объемов каких-то повышенных, то можно будет рассматривать вариант на покупку. Но пока здесь цена снижается и смысла здесь покупать нет. Здесь также пока в приоритете падения. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!